1950 год. США, штат Пенсильвания. Пара подростков, двигаясь по ночной туманной трассе на своем автомобиле, проехав половину дороги, той самой, о которой ходили дурные слухи, они решили было остановиться и осмотреть местность. Давящая тишина заполнила пространство, было ощущение, как будто время остановилось. Один из парней сказал: «Давай убираться отсюда, все, что рассказывали про зеленого человека, это глупости и домыслы, не более». Его друг с ухмылкой ответил: «Ты что, испугался? Чудовищ же не бывает». Вдруг начал раздаваться электрический треск. Перед машиной возник образ пугающего незнакомца. Его лицо было словно оплавлено, нос и глаза отсутствовали. Зеленая кожа, по которой проходили ярко-зеленые молнии. Медленно протянув руку к капоту, в машину из его пальца ударил зеленый разряд. Фары и свет в машине замигали, и двигатель заглох. Подростки, испытывая сильнейший ужас, пытались завести машину, но питания не было. Тем временем жуткий незнакомец медленно стал подходить к водительской двери. В этот момент напуганные ребята в полной красе смогли насладиться изуродованным ликом того, кого они хотели, но надеялись не встретить. Но чудо, двигатель удалось запустить, и с визгом шин машина устремилась в ночную пустоту как можно быстрее и дальше. Городские легенды Америки. С вами канал Кракен Спрут. Добро пожаловать. В легендах штата Пенсильвания одной из самых известных считается история о зеленом человеке из Питтсбурга, также известном как Безликий Чарли. Жутко изуродованный, кошмарного вида человек, кожа которого светилась зеленым цветом. Его к своему ужасу можно было встретить поздней ночью на тихом шоссе. Человек с обезображенным лицом спокойно шел по дороге, выдыхая клубы густого сигаретного дыма через дыры в щеках, а при виде незваных гостей тотчас старался спрятаться. Но самое жуткое, что вся история является правдой за исключением нескольких деталей. Как говорится, спросите 10 человек о легенде о Безликом Чарли, и каждый раз вы услышите новую историю. Так, по одной легенде, этим человеком был житель Питтсбурга, и с ним произошел трагичный несчастный случай. Он якобы работал в энергетической компании, пока один из дней не закончился кошмарной аварией. Другая же легенда говорила о том, что он был никем иным, как местным рабочим на химическом предприятии, где на него пролили кислоту. Несмотря на разные версии причины, результат был един. Происшествие изуродовало человека до неузнаваемости. Черты лица оплавились в единую жуткую гримасу, кожа была бледно-белого цвета и имела зеленое свечение. По истории версии разнились. В одной он погиб вследствие инцидента и стал жутким призраком. В другой зеленый человек чудом выжил и из-за приобретенных травм стал прятаться, так как не хотел своим обезображенным видом пугать местных. Тем более, что реакцию на него было невозможно предугадать. И чтобы его не беспокоили, он спрятался в заброшенном железнодорожном туннеле, что недалеко от Питтсбурга. Именно этот туннель, что расположен в городе Саус-Парк, в нескольких километрах от центра Питтсбурга, на съезде дороги Пенни-Форк-Роуд, стал пристанищем Безликого Чарли. Он был открыт в 1924 году и был построен для транспортировки угля. Эксплуатировался вплоть до середины 50-х годов. Этот тоннель не один десяток лет привлекал местных подростков и из близлежащих поселений для того, чтобы проверить свои нервы на прочность. Так, они заезжали на своих машинах в тоннель, а затем сигналили и кричали зеленому человеку, чтобы тот показался. И неожиданно для них из ниоткуда появлялся светящийся зеленый призрак, который подходил к ним и, касаясь машины, отключал в них питание, из-за чего напуганные ребятишки в панике пытались запустить двигатель и скрыться как можно дальше от покоев зеленого человека. Но, как это обычно бывает, жизнь выкидывает более пугающие и жестокие фокусы, а в каждой легенде не все выдумка. На самом деле он никогда не был даже близко к тоннелю, история которого тесно связана с легендой о зеленом человеке, и жил в более 80 километрах от него. Он был настоящим человеком, городской легендой, судьбе которого не позавидуешь. Раймонд Робинсон родился 29 октября 1910 года. США, штат Пенсильвания, округ Бивер, 18 июня 1919 года. 8-летний Раймонд и несколько его друзей направились к реке Бивер. Там они увидели троллейбусный мост, известный как линия Хармони, сообщение между Элвуд-Сити и Бивер-Фоллс.
Большой деревянный мост привлекал внимание местной молодежи, и несмотря на то, что через него проходили электрические линии напряжением от 1200 до 22 тысяч вольт, от которых, к слову, годом ранее погиб один мальчик. Несмотря на то, что Робинсон и 4 его товарищей знали об этом смертельном происшествии, увидев наверху всей этой конструкции птичье гнездо, Робинсон спросил, кто сможет туда забраться, на что его друзья указали, что это опасно, и напомнили про прошлый смертельный случай. Рэй Робинсон ответил, что раз никто не хочет, то это сделает он. Уже практически забравшись, его нога соскользнула, и он автоматом схватился за оголенный провод, где получил ужаснейший электрический удар. Вопреки ожиданиям врачей, он все же выжил, но то, что с ним стало, повергает в ужас. Он был сильно изуродован, Робинсон очень сильно обгорел, его лицо выглядело как пластик, расплавленный зажигалкой. Он потерял оба глаза, его нос сгорел, также он лишился левой руки. Туловище было покрыто шрамами. После длительного и тяжелого лечения его выписали из больницы, и он вернулся домой. Робинсон проживал в доме с родителями в городке Коппел в Пенсильвании. Занимался он тем, что проводил время дома, изучая шрифт Брайля, слушая радио и делая ремни, ковры и кошельки на продажу, а также различные дела по дому, где больше всего ему нравилось стричь газон, и несмотря на то, что стриг он его неровно, в семье против этого ничего не имели. Как вспоминал его племянник, дядя Рэй вообще никогда не обсуждал свои травмы или свои проблемы. Это была просто реальность, и он ничего не мог с этим поделать, поэтому никогда не говорил об этом. Он никогда ни на что не жаловался. Он появляется, когда тьма окутывает дороги. Ночью, когда вероятность встретить других людей сводилась к минимуму, он отправлялся в дальние прогулки по тихим пустынным улицам, а далее к государственной дороге под номером 351, где практически не было движения. Он шел одной ногой по гравию на обочине, другой по дороге и ощупывал свой путь с помощью трости. Вскоре среди местных жителей стали распространяться слухи, что по ночам ходит странный изуродованный человек. Среди подростков стали ходить страшилки о неком безликом Чарли и о том, что у человека зеленая кожа. Он был то ли призраком, или же человеком, который, как ранее говорилось, после аварии стал обладать необычными качествами, вроде зеленых молний или свечения. Но было это связано с тем, что он был очень бледным, а его зеленая одежда давала отсвет, из-за чего в свете луны или фар, проезжающих мимо машин, казалось, что он светится зеленым. Тем не менее, подобная персона стала привлекать внимание, и люди из соседних районов приезжали, чтобы встретить зеленого человека воочию. Но отнюдь не всегда с добрыми помыслами. В связи с чем Робинсон, порой опасаясь приближающегося транспорта, старался спрятаться во тьме или за деревьями. Если же его собеседники были с ним добры, он был не против с ними пообщаться или даже сфотографироваться, но взамен обычно он просил сигареты или же пива, из-за чего в его семье были конфликты. Но иногда ему встречались ограниченные люди, которые не придумывали ничего лучше, чем мерзко пошутить или напугать Раймонда. Например, направляя машину на него, делая вид, что собираются его сбить, а затем сворачивали. По слухам, его даже так как-то раз сбили. Или предлагали выпивку, прежде помочившись туда. Однако Робинсон никогда не брал от незнакомцев открытые бутылки с выпивкой. Бывало, его похищали и увозили в неизвестном направлении, а затем выкидывали. Однажды его даже было избили, и с тех пор он носил с собой пистолет. Но несмотря на всю несправедливость жизни к нему, по словам тех, кто знал его лично, он был и оставался добрым, любезным и открытым к общению человеком. Во время войны во Вьетнаме призывники из района Питтсбурга брали с собой фотографию с безликим Чарли, и легенда о зеленом человеке распространилась по всему театру войны и обратно в Соединенные Штаты, где она разошлась с новой силой и стала обрастать более пугающими и жуткими деталями, которые и близко не имели ничего общего. Так или иначе, появилась зловещая городская легенда о зеленом человеке, которая даже после смерти Робинсона продолжала распространяться. Раймонд Робинсон продолжал свои ночные прогулки до тех пор, пока у него были силы. В последние годы ему пришлось их бросить и отправиться в дом престарелых, где он прожил несколько лет и умер 11 июня 1985 года в возрасте 74 лет. Он был сильно изуродован, пережив тяжелейшую электротравму в детстве. Чтобы не напугать местных, он выходил на ночные прогулки, сделавшие его городской легендой Западной Пенсильвании. Предания о зеленом человеке передавались из поколения в поколение,
и впоследствии вызывало удивление у тех, кто услышал их в детстве. Чарли Безликий, он же Рэй Робинсон, настоящий человек, тому же которого любила его семья и уважали соседи. И несмотря на агрессию недалеких, оставался до конца дней доброжелательным человеком. С вами был канал Кракен Спрут. До встречи.